Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 24 октября. Поговорим о тех запретах, на которые сегодня нужно обратить каждому внимание по народным приметам. Избегайте, пожалуйста, этого во избежание всевозможных проблем и несчастий. Также поговорим о том, что можно сегодня сделать, и, конечно же, сегодня уделим внимание немножко лунному календарю, поэтому обязательно просмотрите все видео от начала до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой интересной информации. Итак, друзья, начинаем с народных примет на 24 октября. Итак, сегодня отмечается день Филиппа, Филиппова канитель или Филиппов день. В церковном календаре 24 октября вспоминают святого Филиппа, одного из 70 апостолов, известного тем, что он горячо проповедовал свою веру. Святой Филипп совершал чудеса, исцелял тех, кто был болен и немощен, изгонял злых духов и бесов. В народе в этот день назвали Филипповой канителью или по-другому Филиппов день. К 24 октября по народным приметам начиналась распутица. Дороги были в грязи, одним словом, канитель. Поэтому крестьяне стремились до этого дня отвезти на мельницу зерно, чтобы поскорее его перемолоть, пока еще можно было проехать. Кстати, не только бездорожье имело название канитель, но и нитка золотого или серебряного цвета. Ее довольно сложно изготовить. Нить извлекали из проволоки. После раскручивали и снова скручивали. Дело было хлопотное, приходилось поканителиться. Однако в вышивке она смотрелась достаточно дорого и богато. В Филиппов день по народной традиции ходили на водоемы. Если же уже стояли во льду, то обязательно ходили по нему. В народе даже бытовала народная примета, что таким образом можно наладить свое финансовое положение. После того, как путь будет пройден, нужно взять монетку и кинуть ее назад, встав спиной к реке. Женщины на Филиппову канитель собирали палки, связывали их и таким веником подметали от порога дома к воротам, чтобы никто худой не зашел в дом. Такой ритуал оберегал не только от плохих людей, но и также от воров. К этому дню скот уже не выпускали из хлева, однако двери в него открывали, для того, чтобы Филипп глянул на домашнюю скотину и загрязнил дорогу всяким болячкам и неприятностям. Существовало даже одно поверье, что после такого ритуала животные будут в целости и сохранности. Конечно же, заканчивались к 24 октября и гуляния. Теперь все были заняты посиделками в доме, где женщины и девушки пряли, ткали и изготавливали различные амулеты, обереги, талисманы и читали определенные слова. Рожденные 24 октября – это люди, как правило, сообразительные, обладают крепким здоровьем и храбрым духом, легки на подъем. Практически во всем им сопутствует везение, благодаря чему они без труда добиваются поставленных целей. В качестве талисмана подходит горный хрусталь. Также в этот день, 24 октября, были и определенные запреты, которые строго предупреждали о том, что 24 октября, в день Филиппа, ни в коем случае нельзя было пересчитывать свои финансовые запасы. У того, кто не прислушается к совету, денег в скором будущем станет в разы меньше. Однако, если на 24 октября выпадало полнолуние, нужно было обязательно потрясти кошелек с мелочью,
или пошуршать бумажными купюрами, глядя на Луну. И это была верная примета к богатству и возможности избежать любых финансовых потерь. Ну а сегодня, друзья, у нас с вами не полнолуние, а уже убывающая луна. В любом случае, сегодня подумайте о том, как вы можете избавиться от всевозможных проблем, от неудач и от безденежья. Обратитесь к своему ангелу-хранителю, обратитесь к высшим силам, чтобы они вам помогли и направили на путь истинный. Обращаем ваше внимание, почаще обращайтесь к высшим силам, и они обязательно вам помогут. Также запрещается в день Филиппа откладывать дела на завтра. То же самое касается и планирования поездок. Сегодня канитель, а именно так называли в народе 24 октября, может негативно отразиться на материальном благосостоянии, а также на профессиональных делах. Не стоит в день Филиппа лениться. Сегодня надо проявить упорство во всех запланированных делах. Только так получится достичь нужного результата. Бездельников же будут ждать финансовые потери и неприятности во всех сферах жизни. Нельзя, чтобы 24 октября на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет. Луна может забрать красоту, очарование и привлекательность. Парни перестанут обращать внимание, начнутся и любовные проблемы, возможен разрыв с любимым человеком, могут быть постоянные конфликты и скандалы. В день Филиппа по народным приметам нельзя было делать маникюр и педикюр. По народной примете можно срезать с ногтями и свое здоровье. После этих процедур вас могут начать мучить разные болезни. Напомнят о себе и хронические болячки. Не разрешается, чтобы 24 октября в доме было пыльно и грязно. Сегодня надо навести повсюду порядок. Не только помыть посуду и полы, но и перебрать вещи. Обязательно смените постельное белье. Тот, кто ослушается данного запрета, весь год проживет в долгах, поскольку в его кошельке вместо денег будет один мусор. Также запрещено 24 октября есть сладости, иначе вы можете попасть в руки лжеца, который будет говорить вам лестные речи, а в итоге обворует или же втянет в рискованную аферу. Также в этот день, 24 октября, ни в коем случае нельзя лениться, но следует проявлять упорство во всех задуманных делах. Тогда обязательно можно будет добиться высокого результата и успеха. Ленивых же ждали потери и неудачи сегодня в делах. Также сегодня обращаем ваше внимание по народным приметам вступать в глубокую яму с грязью, это означало к прибыли. Также 24 октября это удачное время для врачевания, а всевозможные ритуалы и обряды от болезней обретали сегодня достаточно большую силу. Также нельзя, чтобы в доме в этот день было грязно. Поэтому приведите в порядок свое жилье, свою квартиру. И тогда в вашем доме будет и изобилие, и достаток, и благополучие. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 24 октября 2021 года. Вы знаете, сегодня Луна обостряет нашу любознательность, скорость мышления и сообразительность. Поэтому многим захочется сегодня общаться, разговаривать и даже делать несколько дел одновременно. Сегодня радостный день, поэтому раскрывайте свои лучшие стороны, проявляйте любовь к окружающим. Попробуйте сегодня оторваться от суеты и почувствовать внутреннюю свободу и легкость бытия. Сегодня наши эмоции быстры, легки, изменчивы и поверхностны. Появляется легкость и непринужденность в общении. Информация легко воспринимается и усваивается, поэтому окружающий мир сегодня – это зеркало, которое отражает все глубины нашего подсознания. Заглянув в него, можно избавиться от недостатков. День сегодня из заботы, поэтому постарайтесь сегодня оказать помощь и поддержку обязательно близким людям. Также обращаем внимание,
что в этот день, 24 октября, воскресенье, для человека открываются каналы, которые связывают его с прошлым. Сегодня обязательно присмотрите свою жизнь, простите обидевших вас людей и исправьте совершенные вами ошибки. Также сегодняшний день – это день, который благоприятен для нравственного очищения души. Сегодня вас могут посещать мрачные мысли, плохие воспоминания и страхи. Это все нарушает энергетическую оболочку человека. Поэтому в этот день особенно хорошо избавиться от негатива прошлого и очистить свою карму. Если радость и позитив притягивает изобилие, то разочарование, злоба, зависть и уныние, к сожалению, отталкивают достаток. Также обращаем ваше внимание, что в этот день в воздухе витает неблагоприятная и тяжелая энергия для человека. Поэтому сегодня многие люди могут совершать ошибки, попадать под влияние посторонних людей и даже запутаться в каких-то своих идеях и того, чего бы они хотели сделать или добиться. Поэтому сегодня лучше ограничить какие-либо контакты и постараться не принимать важных решений. Не берите денег взаймы и не отдавайте долги. И вообще сегодня не нужно брать на себя каких-либо обязательств. Оградите себя от выяснения отношений. Не ругайтесь, пожалуйста, и не злитесь. Сегодня очень велика вероятность попасть в какую-то неприятную историю, из которой нелегко будет найти выход. Также сегодня, 24 октября, не начинайте никаких новых дел. Избегайте нагрузок. Лучше всего проведите этот день на природе. Также сегодняшний день хорош для творчества и научных исследований. Стрижка волос сегодня продлевает жизнь. Но в этот день по лунному календарю запрещено заключать браки и даже разводиться. Также сегодня это отличный день для того, чтобы очистить свой дом от негатива. Для этого нужно обойти квартиру зажженной свечой. И, друзья, это будет хорошо, если вы также сможете и свой дом или квартиру окурить благовониями, свечами, ладаном или другими средствами, которые доступны для очищения пространства. Также обязательно после того, как вы очистите свой дом, приступайте и к очистке обязательно своей ауры. Примите душ или солевую ванну, при этом скажите следующие слова. Вода очищает мое физическое, энергетическое, астральное и ментальное тело. Все нечистоты смываются и преображаются в чистую энергию, необходимую для моей жизнедеятельности. Также после того, как ваш дом и ваше тело будут очищены, вы можете провести практики, ритуалы на привлечение богатства и благополучия в свою жизнь. Друзья, мы здесь говорим о практиках, мы говорим о именно тех практиках, которые помогут вам открыть потоки к изобилию и достатку. Мы не говорим здесь о народных приметах или лунном календаре, как в какое время нужно проводить те или иные практики. Обращайте, пожалуйста, на это ваше внимание.